На этой неделе многие россияне, пользующиеся заблокированными соцсетями, узнали о существовании села Малая Токмачка в Запорожской области. Населенный пункт приобрел такую популярность, что, например, Майкл Наки переименовал в честь него свой профиль в Твиттере. Теперь он называется «Малый Токмач». А все из-за того, что в телепередаче «Большая игра», которая выходит на Первом канале, топоним этот упоминается едва ли не каждый день. И кто-то смонтировал ролик. Участники большой игры заслушивают сводки боев в районе Малой Токмачки 11 месяцев подряд. Для понимания, формат данного ток-шоу предполагает обсуждение вопросов геостратегической важности. Один из ведущих – внук наркома Молотова, замглавы Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. Высокий статус ведущего и некоторых гостей, масштаб обсуждаемых ими вопросов настолько не соотносятся со сводками из района Малой Токмачки, что мы в редакции даже заподозрили фейк, в пользу чего говорило низкое качество нарезки. Возможно, кто-то просто сделал переозвучку, прогнав фрагменты большой игры через нейросеть. И знаете, мы и заморочились. Взяли с официального сайта Первого канала свыше 20 выпусков передачи за один календарный год, с 17 апреля 25 по 17 апреля 26. Посадили одного из членов редакции внимательно все их отсмотреть. И нарезали сами. Получился у нас вот такой вот ролик. Борис Александрович, добрый вечер. Какие новости? Добрый вечер. Если говорить по ситуации на линии фронта, то на запорожском направлении наши войска добились определенных успехов в районе Малой Токмачки. Также идут бои на окраинах Малой Токмачки. Также идут бои в Малой Токмачке. Также продолжаются бои в районе Малой Токмачки. Также продолжаются бои на окраинах Малой Токмачки. Также продолжаются бои за Малую Токмачку. Также наши войска имеют небольшие продвижения на юго-восточной части Малой Токмачки. Также продолжаются бои за южную часть Малой Токмачки. Также идут бои за юго-восточную часть Малой Токмачки. Продолжается штурм Малой Токмачки. В районе Малой Токмачки есть продвижение. Также идут бои в районе Малой Токмачки. Также есть продвижение в районе Малой Токмачки. Противник признает наше продвижение в районе Малой Токмачки. Также наши войска освободили вчера Малую Токмачку рядом с Орехом. Сегодня министр обороны поздравил части, которые в этом участвовали. Также мы давим в районе Малой Токмачки. Есть продвижение боя в районе Малой Токмачки, в районе Орехова. А также идут бои в районе Малой Токмачки. Также продолжаем давить в районе Малой Токмачки, в районе Магдалиновки и в районе Малой Токмачки. В районе Магдалиновки и в районе Малой Токмачки. В районе Щербаков и Малой Токмачки, в районе Магдалиновки, в районе Малой Токмачки и Щербаков. По субботам программа не выходит, но завтра мы обязательно поинтересуемся, продолжаются ли бои в районе Малой Токмачки. А пока обсудим, до какого уже абсурда дошла путинская большая игра. Не конкретная, конечно, телепередача, а вся его геополитика. Прежде чем начнем, две вещи. Во-первых, по ссылке в описании мы собрали актуальные способы по обходу ограничений интернета. В том числе там мы сделали такой светофор VPN-ов. Можно посмотреть, насколько хорошо работают VPN сейчас в Москве, сегодня или за прошлую неделю. Мы это все регулярно обновляем, а спонсирует эту рубрику M-Card. Это криптовалютные карты, которыми можно расплачиваться за границей, как обычными. Во-вторых, уже совсем скоро, в субботу 25 апреля, состоится 10-й раунд офлайн встреч зрителей моего канала по всему миру. В самых разных локациях, от крупных столиц до небольших городов. Если вы хотите прийти на встречу, загляните на сайт и посмотрите, запланирована ли она в вашем городе. А если нет, возможно, именно вы станете тем, кто ее организует. Сейчас можно прям подать заявку, стать организатором. Если вы это сделаете, с вами свяжутся координаторы и все объяснят. Напоминаю, встречи, к сожалению, пока не проводятся в России, Беларуси, ну и в Украине не проводятся тоже. Ссылка на сайт в описании. Человек, который читает сводки в передаче «Большая игра», Борис Рожин, эксперт некоего центра военно-политической журналистики. А еще Z-блогер с телеграм-каналом Colonel Kassad на 760 тысяч подписчиков. Не спрашивайте, почему у него на аватарке анимешная девушка в форме СС, я не знаю. В этом телеграм-канале село Малая Токмачка упомянуто 198 раз. Впервые о его взятии со ссылкой на другого Z-блогера Рожин объявил аж в январе 23-го. Правда, вечером того же дня выпустил уточнение. Мол, российские бойцы не взяли село целиком, а продвинулись в Малой Токмачке. Продвижение это продолжается до сих пор. По двум параллельным улицам – Мира и Тараса Шевченко. Согласно карте российского издания Мэш, войска преодолели уже 3 перекрестка. Однако российский исследовательский проект Lost Armor дает более оптимистичную оценку. Перекрестков пройдено уже 4.
Малая Токмачка не единственный населенный пункт, бои за который обсуждаются годами. Например, с 22 года Рожен 194 раза упомянул некогда 4000-й Степногорск. Он расположен в 34 километрах к западу от Малой Токмачки. В марте 22 года Рожен репостнул чужую сводку. Мол, вооруженные силы России возобновили активность в районе Гуляйполя и Степногорска. А через 4 года, в марте 26-го, он сам пишет: горячей точкой остается Степногорск. Хотя о взятии этого Степногорска еще 27 декабря 25-го лично Владимиру Путину доложил начальник генштаба Валерий Герасимов. Герасимов тогда еще сказал вот это. Товарищ Михаил Иванович, объединенная группировка войск ведет боевые действия в соответствии с планом специальной военной операции. Начальник генерального штаба генерал Герасимов. Такой вот план у них. 5-й год подряд биться за поселок городского типа, который, к слову, находится в зоне ответственности подполковника российской армии Дмитрия Рогозина. Летом прошлого года он высокопарно вздыхал. Дескать, пока его товарищи штурмуют Степногорск, молодежь в России посещает фестивали и угощается стритфудом. Не в первый раз спросим тут Рогозина, который вроде как позиционирует себя как русский националист. Так что лучше? Дать российской молодежи посещать фестивали и угощаться, чем она хочет? Или убивать ее об Степногорск и Малую Токмачку? Руководитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев уже не первый месяц обращает внимание на когнитивные искажения, свойственные многим читателям новостей. В последние месяцы заметных продвижений на фронте нет. В сводках фигурируют одни и те же населенные пункты, и может показаться, будто война утихла. В действительности же бои идут непрерывно, и бои кровавые. Долбежка об одни и те же позиции, попытки российской армии просочиться через линию фронта малыми пехотными группами приводят к гибели сотен российских солдат каждые сутки. Согласно только подсчитанным некрологам, в 2024 году каждый день в среднем погибал 231 российский военный. Ожидаемая статистика по 2025 и 2026 году еще выше, но узнаем мы точно о ней не скоро. Однако мы прямо сейчас видим, как система скребет по сусекам, чтобы восполнить потери, как проводят в России мобилизацию без мобилизации. И речь не только о студентах. Недавно мы обсуждали постановление губернатора Рязанской области, согласно которому все средние и крупные учреждения и компании города должны сдать на войну от 2 до 5 человек. Мы сразу же сказали, что очевидным образом подобные разнарядки есть по всей стране, просто их доводят устно. А скоро появилось и подтверждение. В сеть слили запись заседания так называемого штаба по вопросам доукомплектования войск личным составом в одном из районов Бурятии. Глава района Владимир Дашиев буквально прессует местных предпринимателей, требуя отправить сотрудников на фронт. 0% месячный план исполнен. Выполнение плана в этом месяце так и не приступили. Отсутствие организации работы налицо. Республиканский штаб, так же как и армия Российской Федерации, ваши проблемы как бы не принимает и не воспринимает. Задачи поставлены, исполнять надо. Пока вы, так скажем, существуете, пока вы есть, вопрос будет. Организовывайте работу, изыскивайте возможности исполнения задачи. Участники совещания пытались мягко указать Дашиеву, что они не помещики с крепостными, у них нет законного способа заставить работника подписать контракт. Глава района заявил, что такие возражения не принимаются. Есть план, нужны люди. Не можешь принудить сотрудника, иди на войну сам. Ни стыда, ни совести, наверное, да? Вот из 15 человек 2. Ну, я не знаю, кого. То есть я же их не могу силой заставить. А Вы вы, можете сами принять решение. ну как так вот. Николай, ты у меня идешь на СВО? Нет, Ну, как, какое я не решение? говорю за других. За себя примите решение. Ну, за себя я принял решение. Я вижу, что вы здесь. Ну, вы же тоже здесь. В составе Российской Федерации свыше 80 регионов. Только в республике Бурятия 21 район, плюс 2 города республиканского значения. И в каждом сидит такой вот грозный Дашиев, который на деле перепуган до чертиков. Ведь за невыполнение плана ему первому открутят голову или в штурм отправят. Хоть как-то выполнять спущенные сверху планы приходится в том числе за счет людей, находящихся в невменяемом состоянии. Душевно больных, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. Вот новобранцы, которые, согласно голосу за кадром, прибыли в войсковую часть 95383, это 1442-й гвардейский мотострелковый полк. У одного из бойцов отсутствуют пальцы на руках.
Непонятно даже, как он контракт подписывал. Дорогой Максим Петрович, призвался Сириус, Пункт отбора «Сириус», да? пункт отбора Сириус, Города Омска. город Омск. Покажите, пожалуйста, свои руки. К слову, 1442-й полк нам уже знаком, о нем мы уже рассказывали. Даже на фоне всеобщего пренебрежения к жизни и здоровью военных в армии России выделяются части с особо дурной славой. Таков, например, 1442 полк. Отчаянные обращения записывали не только военнослужащие полка, но и их родные. 14 сентября 2023 года от наших мужчин поступила информация, что, понимая всю сложность ситуации, они отказываются идти на верную смерть. За отказ наших мужчин избивают и все равно отправляют в бой. Заходя на позиции, не дают выйти обратно и вывести раненых, обстреливают их. Наши мужчины вынуждены обороняться не только от противника, но и от своих же, которые должны помогать, а не убивать их. Наверное, из тех, о ком шла речь летом 24 года, сейчас в живых нет уже никого. Разве что кто-то комиссовался по инвалидности, да и то не факт. Но вернемся к новобранцам весны 26 года. Какова вообще их роль на поле боя? Все, что могут люди в таком состоянии, это заставить ВСУ потратить на себя дрон «Камикадзе». Недавно штатный военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказал, как это выглядит на практике. Жуткая совершенно реплика. Хоть безумный конвейер смерти. Ну да, тут тупик. Ну, ты заметил, что изменились темпы наступления. Украина лихорадочно наращивает свои возможности. Их концепция стены дронов и наступления с помощью роботов сработала. Я выскажу крамольную мысль, не буду ссылаться на того, кто мне это сказал. Это цитата из разговора с пленным ВСУшником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик FPV-дронов. От тупика на фронте плавят не только Стешина, но и его коллег. Например, постоянного ведущего «Комсомольского радио», отставного полковника Виктора Баранца. Правда, в своем спиче он зачем-то повторяет официальную методичку аж из января 24-го. Дескать, российская армия специально продвигается медленно, чтобы сберечь личный состав. Но не похоже, чтобы полковник сам в это верил. Иван, ты наверняка слышал, как ехидно иногда раздается такая реплика. Мы свинарник взяли, уже трындим на весь мир о новой победе. Есть это, и не надо стесняться вот таких реплик людей, потому что за этой ехидной репликой стоит истина. Мы действительно, хорошо кто-то скажет, и ты скажешь, медленно. Я тоже задавал вопрос, почему медленно двигаемся? Ответ один, Баранец, командиры берегут людей. Ну, вы знаете, это хороший аргумент, слава богу, что он в головах наших командиров есть, но из-за того, что медленно идем, уже 4,5 года воюем, а народ уже задается вопросом, а не слишком мы затянули эту специальную военную операцию? Да и что впереди ставится вопрос. Если мы будем идти такими черепашьими темпами вперед, то нам, наверное, следующие 4,5 года не хватит, Иван. Вот в чем вопрос и в чем суть нынешней проблемы. Каждый сходит с ума по-своему. В начале войны мы часто упоминали другого полковника в отставке, Михаила Ходоренко. Причем упоминали как редкий голос разума и здравого смысла в российских федеральных СМИ. Сейчас же Ходоренок этот призывает как можно скорее закончить затянувшуюся войну, разбомбив Украину ядерными зарядами. Я, говорит, так больше не могу. Давайте, мол, применим атомное оружие по центрам принятия решений, дамбам и мостам через Днепр. Да, выносите тогда мосты через Днепр. Их очень трудно разрушить конвенциональными боеприпасами. Уничтожайте гидротехнические сооружения, уничтожайте пункты высших звеньев. Ну, завершать конфликт надо. Завершать, потому что еще с точки зрения стратегии, с точки зрения самой высокой геополитики, никогда не было выгодно, чтобы вот конфликт продолжался какое-то бесконечное время. Потому что за это время наши утраты и в сфере промышленного производства, и инфраструктуры, и опять-таки, но без всякого привлечения, жизнь-то в приграничных областях нашей страны очень даже нелегкая, от беспрерывных ударов беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины. Видимо, Ходоренок считает, что от ядерных ударов жизнь станет проще, и война сразу же закончится. Совсем поплыл человек. Наибольшее же здравомыслие демонстрирует вышедший из психдиспансера Илья Ремесло. Он пишет, что умным решением было бы сделать шаг навстречу противнику
и на этом закрыть невыгодную и кровавую историю. Правда, ремесло по какой-то причине считает, что шанс завершить войну при посредничестве Трампа упущен на 95%. Непонятно почему. Опцию заморозить войну по действующей линии боевого соприкосновения никто не отменял. Ни Трамп, ни Зеленский. Все можно закончить просто в любой день, хоть завтра. Просто Путин не хочет этого. Более года, начиная с весны 25-го, мы постоянно напоминаем, что у Путина есть возможность выйти из войны, сохранив лицо. Просто согласиться на заморозку боевых действий. От него даже не требуется уступить какие-то территории. Предлагают просто остановиться, да еще и получить бонус в виде частичного снятия санкций. Трамп также предлагает поучаствовать в своих проектах, мегапроектах, там Арктика, редкоземельные металлы. Да, понятно, что такое прожекторство не выглядит серьезным, но важен сам факт трамповского такого подхода. Если Путин остановится, его за это следует только поощрять. Но и путинский официоз, и часть Z-общественности, среди всего прочего, транслируют простую мысль. Российская армия, мол, наступает. Так зачем ей останавливаться сегодня, если она займет больше территорий завтра? За целый год российская армия захватила ровно один населенный пункт, имеющий хоть сколько-нибудь заметное оперативное значение – Покровск. Вернее, захватила руины города, среди которых остались от силы 2% жителей. В августе 25-го Владимир Путин самолично возвестил о взятии развалин Часова Яра, как о большой победе. Речь о 12-тысячном городе в 6 километрах от Бахмута. Само по себе это выглядело нелепо. 2 года биться за крошечный городок и обсуждать его захват на уровне верховного главнокомандующего. Так потом оказалось, что его даже не дозахватили. В ноябре 25-го упомянутый нами в начале Борис Рожин писал: «Часов Яр, бои вернулись в город». Продолжаются эти бои до сих пор. Поступают сводки о сражениях за микрорайон Шевченко. Про Купянск как-то даже и говорить неловко. Там людей-то столько не жило никогда, сколько российская армия потеряла там солдат за 4 года боев. Мы на канале как-то показывали интервью с военным, который описывал бои за Купянск еще в 23-м. Сейчас это интервью удалено, но у нас сохранился фрагмент. Для нас была четкая задача любыми путями войти вперед на Купянск. Вперед, вы самые лучшие, вперед. И вот у меня с отряда осталось 17 человек живых. Все. Это из скольки? Из 179, да. Речь шла тогда об особо подготовленной и усиленной роте из мобилизованных. И 162 из 179 человек погибли тогда за абсолютное ничего. Даже в той искаженной логике, в которой России позарез нужны развалины Купянска, эти смерти были совершенно бессмысленны. За 4 года город 4-жды переходил из рук в руки. Сейчас же остатки его возвращены под контроль Украины. Сложно придумать более выразительную метафору этой войны, чем ежедневная сводка боев за село Малая Токмачка. До войны, если кто бы и знал об этом селе, так только как о культурном центре. Там зародились известные украинские народные песни. В июне 21 года, за полгода до войны, чуть больше, Музыкальная академия имени Гнесиных в Москве организовала фольклорный концерт «Рожденные Россией». Но в виде исключения там исполнили песню из Украины, как раз из села Малая Токмачка Запорожской области. Это было частью нормального культурного обмена. В том же самом 21 году, в честь 9 мая, в Малой Токмачке местный танцевальный коллектив выступал под русский вальс «Ах, эти тучи в голубом». Так было за полгода до войны. А после 24 февраля 22 пошли сводки. Сначала о том, сколько селян убито российскими бомбами и снарядами. Затем о продвижении российской армии по пепелищу на месте села. Путин заканчивать войну не собирается. Поэтому ждем завтрашнюю сводку о боях в районе Малой Токмачки. До завтра.